Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, сегодня 1 ноября, сегодня первый день этого месяца, последний месяц осени, но обращаем ваше внимание, что сегодня 1 ноября, у нас с вами среда, но в то же время это очень тяжелый и, вы знаете, даже в какой-то степени можно сказать, что это сатанинский день. Достаточно тяжелый, коварный, поэтому обязательно прослушайте это видео от начала до конца, и сегодня обязательно проведите практику. Вам понадобится буквально щепотка соли, и вам с этой щепоткой соли нужно будет пройти по дому, для того, чтобы убрать вот эти энергии, которые, возможно, скопились у вас в доме негативные, а также убрать любые деструктивные потоки в вашу жизнь. Давайте вместе с вами будем более детально разбираться, что же нас сегодня с вами ждет 1 ноября по лунному календарю. Девочки и мальчики, обращаем ваше внимание, сейчас мы говорим касательно лунного календаря. Не путайте, пожалуйста, народный календарь, церковный календарь, солнечный календарь и лунный календарь. Это разные календари. Ваша задача знать и понимать, где есть какие минусы в том или ином дне, и использовать их себе во благо. Итак, друзья, что же нас сегодня с вами ждет 1 ноября? К сожалению, в этот день миром будет править такая вот достаточно тяжелая и неблагоприятная для человека энергетика. Поэтому, если у вас есть такая возможность или позволяют вам обстоятельства, лучше сегодня оставаться дома и никуда не выходить. Но это в том случае, если вы уверены и знаете, что вам не нужно работать, у вас сегодня нет никаких важных задач. Если у вас сегодня рабочий день, обязательно перед выходом из дома, обязательно прочитайте именно слова к ангелу-хранителю. Возможно, вы знаете другие какие-то слова, которые будут в этот момент идти, когда вы будете произносить эти слова. Вам главное попросить в этот день поддержку у высших сил. Не забывайте про своего ангела-хранителя. Они обязательно вам сегодня помогут. Также, к сожалению, сегодня велика опасность поддаться дурному влиянию и запутаться в каких-то интригах, каких-то сплетнях и недоразумениях. Поэтому, если есть возможность не принимать участие в непонятных для вас дискуссиях, непонятных для вас ситуациях, не принимайте. Это то же самое касается, если вы находитесь где-то в общественном транспорте, вы видите, что есть какая-то несправедливость или нечестность по отношению к кому-либо. Не принимайте в этом участие, потому что в конечном итоге вы еще можете оказаться и виноватым. Поэтому, чтобы этого не было, помните о том, что этот день не предназначен для выяснения отношений, не предназначен для того, чтобы что-то доказывать, выяснять. Почему? Потому что люди сегодняшний день ничего не будут слышать, даже будут в какой-то степени игнорировать все то, что вы будете говорить. Также, если у вас в этот день знакомство, вне зависимости, это касательно вашего какого-то бизнеса, вашего нового проекта или даже у вас свидание, то все-таки, знаете, будет тяжелое продолжение. Почему? Потому что в какой-то степени вам даже будет очень трудно потом освободиться от влияния этого человека. Что же касательно бизнеса и денег, то в этот день следует быть очень осторожными с новыми идеями и с новыми планами. Скорее всего, это будет обольщение или даже обман. Не стоит в этот день проводить сделки, брать на себя какие-либо обязательства. Не рекомендуется в этот день заниматься финансовыми вопросами, отдавать долги и брать взаймы, потому что есть, к сожалению, риск стать жертвой обмана или мошенничества. Также сегодня нельзя поддаваться на какие-либо провокации и провоцировать других людей. Не стоит концентрировать сегодня свое внимание на выяснении отношений. Дело в том, что сегодня именно энергетика этого дня, наоборот, будет способствовать тому, чтобы люди ругались, выясняли отношения, делили имущество и так далее. Поэтому есть сегодня вероятность запутаться и еще, наоборот, еще больше все усложнить. Поэтому, чтобы такого не было,
будьте сегодня мудрее и терпеливее. Даже если вам сегодня вас обижают, против вас настраивают коллектив или что-либо, молчите. Да, возможно, слезы бьют, как говорится, ключом, но вы должны понимать, что именно энергетика этого дня, вот она вот настолько будет влиять на людей. Что же касательно здоровья, то обращаем ваше внимание, что 1 ноября будет уязвим аппендикс, сигмовидная кишка, тонкий и толстый кишечник в целом. Также сегодня проявляются стрессы, какие-то болезни, также снятся кошмарные сны и даже обостряются психические заболевания. Могут усиливаться какие-то депрессивные состояния и страхи. Также, если вы заболели в этот день, то знайте, что вас ожидает вялотекущая и долгая болезнь. Поэтому старайтесь в этот день уделять внимание себе и своему здоровью. Что же касательно стрижки волос в этот день, 1 ноября, то стрижка волос в этот день продлевает жизнь. Также сегодня очень хорошо проводить практики с огнем. Это не обязательно должен быть костер разведен посередине квартиры. Это можно использовать просто свечу. Идеально, если это у вас будет церковная свеча. Просто возьмите вечернее время или в дневное время, когда вам тяжело. Зажгите свечу и останьтесь одни в комнате. Желательно, чтобы у вас не было ни животных, ни птичек рядом, потому что они чувствуют и начинают вас отвлекать и вам мешать. И просто проговорите на свечу те свои какие-то проблемы, что вас не устраивает в жизни, возможно, какие-то обиды. И просто смотрите на огонь, и огонь, он будет вас очищать на энергетическом плане. Помните о том, что огонь имеет достаточно сильную энергетику, а огарок от свечи после вы можете выбросить. Также обращаем ваше внимание, что сны в этот день не сбываются, но в то же время у некоторых людей сегодня могут быть какие-то определенные подсказки, на которые вам стоит обратить внимание. Также сегодняшний день связан с нравственной очисткой души и совести, поэтому обдумайте все свои поступки. Если надо, мысленно покайтесь, избавьтесь от лжи и гордыни. Желательно, мы уже сказали ранее, зажигать свечу. Если лампада, зажигайте лампаду. Обойдите со свечой квартиру. Также хорошо посидеть у костра, у камина, но только у камина не искусственного, а тот, которого действительно вы можете разжечь дрова и вот созерцать этот огонь. Помните о том, что вот если мы зажигаем с вами что-то искусственное, все, что касается энергии воды, энергии огня, воздуха, если у нас это искусственно, то, к сожалению, мы тем самым и такие же энергии привлекаем. Поэтому научите себя, чтобы в вашей жизни как можно было настоящего. Если это огонь, то это действительно огонь. Если это мы говорим о водичке, старайтесь, возможно, в вашем где-то регионе есть колодцы еще, используйте вот именно колодезную водичку, пейте ее, боготворите, это очень важно. На что еще рекомендуем вам обращать внимание, так это будьте осторожными сегодня с окружающими людьми, особенно с теми, кто любит выпить алкоголь, потому что они могут нанести вам ущерб. При этом это может произойти там, где даже вы не ожидаете. Если вы сегодня на предприятии или где вы работаете, у кого-то день рождения и ожидается, как говорится, пьянка, то будьте все-таки, ведите себя деликатно, будьте осторожны и не старайтесь много принимать там алкоголя или каких-то других не очень хороших жидкостей или веществ, потому что сегодняшний день, еще раз, это сатанинский день, и он очень сильно будет влиять на людей. Поэтому может быть даже такая ситуация, что утром вы с человеком общались, у вас были нормальные отношения, но после обеда кто-то кому-то что-то нашептал не очень хорошее, и у вас уже скандал, у вас уже крики, шум и так далее. Поэтому в этот день все-таки будьте осторожны со своим языком, он может быть вашим врагом. Что же касательно общения с начальством, то мы не рекомендуем сегодня обращаться к руководству, даже по каким-то мелким и текущим вопросам. Энергетика достаточно тяжелая, да, одно момент поздороваться, а другой момент что-либо обсуждать. Вот сегодня этого делать не стоит.
Что же касательно смены места работы, то это один из худших лунных дней для смены рода деятельности. Не стоит вам сегодня психовать, нервничать, злиться. Наоборот, постарайтесь провести практику очищения своей души. Это очень сложно, но, знаете, нужно иногда успокоиться и понять, что же происходит на самом деле. Потому что, переходя на другую работу, не факт, что и вас там все будет устраивать. Даже наоборот, может еще больше раздражать. Помните о том, что когда вы прощаетесь со старой работой, со старыми коллегами, партнерами, вы должны осознанно подойти к этому вопросу, потому что очень часто бывает так, что человек увольняется с работы ввиду того, что ему не нравится коллектив, ему не нравится начальник, еще что-то, и человек приходит на новую работу, и буквально через месяц происходят те же самые ситуации, которые были в прошлом коллективе. Поэтому, чтобы этого не было, разбирайтесь в первую очередь в себе, а не в тех людях, которые рядом с вами, потому что те люди, которые в вашем окружении, это ваше зеркало. Помните об этом. Также, что касательно недвижимости, то сегодня неподходящий день вообще для каких-либо операций, связанных с недвижимостью. Обратите, пожалуйста, на это особое внимание. Также сегодняшний день не подходит для зачатия. Физические нагрузки нежелательны. Дело в том, что сегодня возможен травматизм. Также этот день не влияет на домашние дела. Хотите заниматься что-то по дому, да, пожалуйста. Возможно, у вас еще на приусадебном участке не все убрано. Тоже можно заниматься. Опять же, в каждом регионе есть свои нюансы, поэтому если вы чувствуете и это вам нужно, делайте. Теперь давайте посмотрим, что же нам на этот день, 1 ноября, говорит Архангел Михаил. Вы знаете, карта сегодня достаточно уникальная. То есть, знаете, по лунному календарю достаточно тяжелый день. И вот даже карта от Архангела Михаила, она также нам, знаете, дает вот такие подсказки. Недаром сегодня карта звучит так вот: защищайте себя. То есть это карта, знаете, подсказка, это знак от Архангела Михаила о том, что вы сейчас очень уязвимы для энергии и всевозможных эмоций. Также эта карта говорит нам о том, что высшие силы, Архангел Михаил, ваш ангел-хранитель, он старается на данном этапе защитить вас от какой-то неприятной ситуации, от какой-то деструктивной энергии или даже эмоций. Но вы должны понимать и то, что сегодня эмоции будут преобладать над всем. Поэтому, если вам что-то не нравится, психовать не стоит, и не стоит сразу принимать какие-то решения. Поэтому избегайте сегодня тех ситуаций, где есть чувство соперничества, есть гнев, злость, зависть, сплетни, потому что человек на эмоциях, он не может принять нормальные, адекватные решения. Помните от этого. Также обращаем ваше внимание, что сегодня хорошо носить с собой защитные кристаллы. Например, вы можете сегодня носить черный обсидиан. Также будьте сегодня осторожны в тех или иных ситуациях или даже в отношениях. Если вы чувствуете, что вам не стоит сейчас никуда спешить, или вам не стоит идти на свидание, или вас приглашают на знакомство с новыми партнерами, или на подписание контракта, именно в этот день, 1 ноября, к сожалению, не спешите, иначе в ближайшем будущем вас будет ждать разочарование. Вот именно энергетика этого дня, к сожалению, вот именно она и так достаточно ужасно влияет на людей. Даже пройдет какой-то период времени, люди вам будут звонить и извиняться. Знаете, как говорится, черт попутал. А что произошло? Почему так произошло? Люди не смогут объяснить. И молитва, которую мы рекомендуем вам сегодня ее прочитать, звучит, друзья, следующим образом. Архангел Михаил, прошу тебя, защити меня, моих любимых, мой дом и автомобиль своим могучим щитом. Окружи нас своим светом, который впускает только чистую любовь. Прошу, будь со мной днем и ночью и оберегай дорогих мне людей. И здесь очень важно, чтобы вы назвали людей, именно тех людей, которые вы считаете для вас важны и нужны. Также пропишите в комментариях, прямо напишите: Архангел Михаил, мой ангел-хранитель, будь со мной днем и ночью и оберегай дорогих мне людей. И напишите
кого конкретно. Только не пишите, пожалуйста, вот Наталка или какими-то такими, или Машенька. Именно пишите вот как у человека в паспорте, потому что таким образом вы также теряете вот эту правильную энергетику. Очень часто люди называют людей именами не так, как у них изначально было запрограммировано, то есть как у человека в паспорте. Поэтому, если человека зовут Наталья, то не стоит называть Ната. Если человека зовут Ирина, не стоит называть ее Ириша или Иришка и так далее. Да, вы так любя говорите, но когда мы говорим с вами о практике, когда мы с вами говорим о ритуалах и обрядах, здесь очень важно иметь значение полное имя. Эти слова молитвы, друзья, мы также оставим вам в описании к этому видео, поэтому обязательно используйте сегодня эту молитву. Ну и как мы обещали в начале видео, друзья, мы сегодня рекомендуем вам провести следующую практику. Возьмите в любое время, это вы можете даже несколько, если у вас сегодня плохая какая-то ситуация произошла, то вы можете практику провести и утром, и вечером. Вам нужно взять буквально щепоточку соли и пройтись по дому с этой щепоткой соли. И все это время, когда вы идете, говорите следующие слова. Проблемы, недуги и беды прочь из дома. Жду изобилия, достатка и благополучия. Когда прошли, откройте входную дверь и эту соль выбросите. После этого закройте и хотя бы 5-10 минут, чтобы никто в эту дверь не входил и не выходил. Друзья, вот такой у нас сегодня с вами день. Достаточно интересный день, но будьте все-таки внимательны и осторожны. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех благ, друзья, услышимся в следующем видео.